Глава 1951. Новый грозный враг. Женщина кивнула в ответ, прежде чем взмахнуть рукавами, выпустив две вспышки белого света, которые исчезли в телах двух гигантов. Из тел великанов раздалась череда тресков и хлопков, и они быстро уменьшились до пары серых каменных шаров небольшого размера, которые затем мгновенно исчезли в рукаве женщины. После этого под ногами женщины возникло черное облако, а затем окутало ее тело, когда она улетела прочь. Веки Хань Ли слегка дрогнули, когда он сел рядом с гигантским кратером. Он медленно открыл глаза, и на его лице появилось странное выражение. Он только что вытащил свой духовный клон из запечатывающего дьявола замка и пробормотал себе под нос. Судя по всему, хаотическая Цинь-Ян должна быть чрезвычайно важна для обоих дьяволов. В противном случае они бы не устроили такую ожесточенную ссору. Смогут ли эти двое сбежать из запечатывающего дьявола замка сразу же после получения хаотического Цинь-Ян? Нет, конечно, нет. Невероятно, что хаотическая Цинь-Ян такова, она никак не могла иметь такой чудесный эффект. Эти двое, скорее всего, замышляют что-то еще. Некоторое время обдумывая этот вопрос, Хань Ли, казалось, внезапно пришел к решению. Хе-хе, мне не нужно слишком много думать об этом. После того, как я разделю хаотическую Цинь-Ян с этими двумя дьяволами, я найду способ бросить запечатывающий замок дьявола обратно в царство старших дьяволов. Мне в любом случае нужно совершить путешествие туда. Я просто оставлю там запечатывающий дьявола замок. Эти двое в любом случае не более чем духовные сущности без физических тел. Кого волнует, что с ними станет, когда они сбегут из запечатывающего дьявола замка в царстве старших дьяволов? Имея это в виду, Хань Ли указал пальцем на запечатывающий дьявола замок перед ним, и тот выстрелил прямо в гигантский кратер, прежде чем зависнуть прямо над его центром. Сразу после этого Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем сложить ручную печать, что-то повторяя, и позади него появилась проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция создала ручные печати всеми 6 руками, и огромное пространство золотого света вырвалось из его тела, прежде чем исчезнуть в запечатывающем дьявола замке. В результате поверхность белой деревянной шкатулки мгновенно приобрела мерцающий золотистый цвет, как будто на нее нанесли слой расплавленного золота. Прямо в этот момент на лице Хань Ли появился слой лазурного света, и он издал низкий крик, прежде чем снова указать пальцем на деревянный ящик. Вспышка серебряного пламени вырвалась из кончика его пальца, прежде чем окутать деревянную коробку, и в то же время золотая проекция позади Хань Ли одновременно открыла все 6 глаз. Затем он направился прямо к горящему деревянному ящику, преодолев расстояние более 100 футов всего за несколько вспышек, прежде чем протянуть руку, чтобы схватиться за ящик. После этого Хань Ли отправил коробку на дно гигантского кратера. Он внимательно смотрел, как она медленно опускалась. Несмотря на то, что она опускалась не очень быстро, она все же исчезла в желтом тумане после промежутка всего в несколько вдохов. Хань Ли продолжал повторять заклинания, создавая различные ручные печати, и вскоре из его тела начал исходить поток неописуемой ледяной ци. Слой слабого желтого иния покрыл землю вокруг него, и несколько мгновений спустя лазурный свет на лице Хань Ли исчез, в то время как все его тело было окутано слоем желтого света. В то же время на его теле также начал появляться слой желтого иния, и в этот момент желтый туман внутри кратера начал уже сильно бурлить. Время от времени из-под земли раздавался грохочущий гул, словно в глубине кратера постоянно что-то взрывалось. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, и он, казалось, не обращал внимания на изменения, происходящие в его теле. Он просто продолжал делать то, что делал, без перерыва. Медленно шло время, пролетели 7 дней и 7 ночей. Хань Ли все еще сидел рядом с гигантским кратером. Если бы на его месте был нормальный культиватор с более низкой магической силой, духовным чутьем и физическим телосложением, они, скорее всего, уже рухнули бы. Даже для Хань Ли это было довольно утомительно, и он начинал чувствовать себя довольно утомленным. В этот момент грохочущие гулы, эхом отдающиеся глубоко внутри гигантского кратера, уже стихли. Бурление желтого тумана также стало намного менее сильным, и было ясно, что секретная техника, которую он высвобождал, находилась на завершающей стадии. Внезапно со дна кратера вырвался громкий гул, похожий на раскат грома, и бесчисленные лучи золотого света вырвались вверх, пробив слой тумана и полностью осветив весь гигантский кратер. Получилось. Хань Ли не мог не воскликнуть возбужденно, когда его глаза загорелись. Если бы он смог получить эту хаотическую Цинь-Ян, то он определенно смог бы за короткое время перейти к поздней стадии интеграции тела. Если бы он смог достичь этого уровня, то его магическая сила и способности значительно увеличились бы, и он был бы намного лучше подготовлен для защиты себя во время дьявольских испытаний, а также путешествия в царство старших дьяволов. Имея это в виду, он сразу же приступил к делу. Над его телом появился слой пятицветного пламени, и весь желтый иней растаял. Затем он поднял руку и сделал хватательное движение ко дну кратера, на которое яростно нахлынул туман, и золотой шип медленно появился снова.
Он все еще держал деревянный ящик, но теперь внутри него находился шар лазурного света. Светящийся шар был размером с яйцо и выглядел совершенно обычным, но в нем было два пятнышка света размером с горошину, одно из которых было черным, а другое белым. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, но в следующее мгновение его улыбка резко застыла, и он поднял взгляд вверх с встревоженным выражением в глазах. Почти в тот же самый момент наверху раздался сокрушительный грохот, после чего взрыв разрушительной силы ударил по ограничениям в воздухе. Перед лицом этой свирепой атаки ограничение было мгновенно разрушено, а туман, окутывающий вершину горы, был полностью унесен порывом яростного ветра. Затем наверху появилась стройная женская фигура, которая холодно взглянула на Хань Ли. Ее взгляд был ледяным, как вечный снега, и под ее холодным взглядом лицо Хань Ли пронзила острая боль. Похоже, информация, которую я получила в результате поиска в душе этого человека-культиватора, была точной, размышляла женщина холодным голосом, и сердце Хань Ли дрогнуло, услышав это. Он не знал, кем была эта женщина, но, судя по ее ауре, она явно была высококлассным дьявольским существом. Хань Ли, естественно, был очень озадачен и встревожен, но у него не было времени обдумывать ситуацию. Он резко протянул руку, прежде чем сделать хватательное движение, и золотой шип превратился в шар золотого света, который полетел прямо к Хань Ли с деревянной коробкой и этим шаром лазурного света, содержащимся в нем. Женщина слегка запнулась, увидев это, но когда она увидела деревянную коробку и шар лазурного света, выражение ее лица мгновенно изменилось. Это запечатывающий дьявола замок и хаотическая Ци-Инь-Ян. Ясно, значит, ты извлекал хаотичную Ци-Инь-Ян здесь, используя земное адское пламя. Говоря это, женщина тут же взмахнула рукавом, и белый кусок ткани тут же вылетел вперед. Всего после одной вспышки он преодолел расстояние в несколько тысяч футов, появившись прямо над золотым шипом, прежде чем спуститься вниз, как молния. Это был массивный белый шелковый платок размером около 10 футов. Его поверхность была испещрена мерцающими серебряными рунами, и это явно было могущественное сокровище. Женщина пыталась использовать это сокровище, чтобы перехватить запечатывающий дьявола замок и хаотическую Ци-Инь-Ян. Почти в тот же самый момент по обеим сторонам гигантского кратера пробежала сильная дрожь, и во все стороны полетели бесчисленные камни и осколки, когда из земли вырвались две массивные серые каменные руки. Две огромные руки злобно сжали Хань Ли, и прежде чем они даже ударили его, на него обрушились два потока огромной невидимой силы. Хань Ли, естественно, был очень встревожен и разгневан этим, но ни в малейшей степени не паниковал. Он холодно хмыкнул, сложив ручную печать, а затем произнес слово «взорвись». Золотой свет, окутывающий деревянный ящик, и хаотическая Ци-Инь-Ян яростно вспыхнули, прежде чем взорваться золотым ореолом. Пространство вслед за этим золотым ореолом исказилось и искривилось, и белый шелковый платок был вынужден на мгновение замереть. Воспользовавшись этой возможностью, огромная зеленая рука внезапно появилась из ниоткуда, прежде чем мгновенно поймать деревянный ящик и лазурный шар света. Сразу после этого массивная рука превратилась в зеленую гуманоидную фигуру. Это было не что иное, как духовное тело Хань Ли. Как только появилось духовное тело, оно сложило ручную печать и тут же исчезло в виде шара зеленого света. В то же время золотой свет вспыхнул на теле Хань Ли, и он начал резко увеличиваться в размерах, отрастив густой золотой мех. В мгновение эко он превратился в гигантскую золотую обезьяну ростом более 100 футов, и огромная сила, давившая на него, была мгновенно полностью нейтрализована. Как только Хань Ли завершил свою трансформацию, он издал громоподобный рев и злобно метнул кулаки в сторону приближающихся гигантских каменных ладоней. Раздался сотрясающий землю грохот. Затем сразу же еще один. Хань Ли издал приглушенный стон, когда его отбросило на несколько шагов назад, в то время как большие части двух массивных каменных рук превратились в щебень и осколки. В этот самый момент позади Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и тело духа появилось, держа деревянную коробку и шар лазурного света, прежде чем исчезнуть в теле Хань Ли. Глава 1952. Каменный зал. В то же время Хань Ли издал яростный рев, когда он открыл рот, чтобы выпустить толстый столб золотого света прямо на женщину наверху. Что касается самого Хань Ли, то он превратился в гигантскую серебряную четырехкрылую птицу с серебряными дугами молний, сверкающими по всему телу. Он расправил свои 4 крыла и растворился в воздухе лазурно-белой нитью света. В следующее мгновение пространственные флуктуации вспыхнули на расстоянии нескольких тысяч футов, и нить света снова появилась, прежде чем снова мгновенно исчезнуть. Эта женщина явно обладала непостижимой силой, и Хань Ли в настоящее время был не в лучшем состоянии, поэтому он сразу же решил бежать. В этой четырехкрылой форме Кун Пена он был слишком быстр, чтобы его могли поймать даже 3 клона Сюэ-Гуана, поэтому он был уверен в своей способности убежать. Женщина махнула рукой в воздухе, чтобы выпустить полосу чернильно-черного меча Ци, которая с легкостью победила приближающийся золотой столб света.
Однако за эту короткую задержку Хань Ли уже ушел так далеко, что превратился в едва заметную черную точку на горизонте. «Ты думаешь, что сможешь уйти от меня?» Какой бред! Холодный свет вспыхнул в глазах женщины, когда она бросила взгляд на убегающую черную точку вдалеке. Она махнула рукой вниз, и два каменных гиганта тут же выскочили из-под земли. Когда они взлетели в воздух, они сошлись, чтобы сформировать гигантский ослепительный шар серого света по велению женщины. Затем женщина превратилась в шар черной ци, прежде чем исчезнуть в массивном шаре света, а через несколько мгновений ослепительный свет отступил, открыв каменный зал высотой в несколько сотен футов. Зал был полностью серого цвета с дюжиной или около того грубых каменных колонн, излучающих довольно примитивное ощущение красоты и мастерства. Женщина стояла в центре зала, затем легонько постучала по нему ногой, прежде чем приказать броситься в погоню. Слой белого духовного света мгновенно появился над поверхностью каменного зала и устремился вперед, как падающая звезда, преследуя Хань Ли. Каменный зал казался довольно громоздким и неуклюжим, но он покрыл расстояние около 1000 футов после одной вспышки и был не намного медленнее, чем четырехкрылый Кун Пен, в которого превратился Хань Ли. Хань Ли тоже, естественно, обнаружил это, и ему еще меньше захотелось вступать в бой со своим преследователем. Эта женщина явно не была обычным дьявольским лордом, и он определенно не хотел встречаться с ней в своем нынешнем тусклом состоянии. Кроме того, аура женщины не только поразила его ощущением крайней опасности, но и была ему довольно знакома. Было бы очень неразумно со стороны Хань Ли вступать с ней в бой, прежде чем установить ее личность. Несмотря на то, что он был лишь немного быстрее своего преследователя в форме Кун Пена, разрыв между ними все равно будет постоянно увеличиваться, так что в конечном итоге он сможет полностью избавиться от нее. Женщина тоже должна была знать об этом, поэтому Хань Ли был довольно озадачен ее намерениями. Однако в данный момент у него не было времени думать о таких вещах, он был сосредоточен исключительно на том, чтобы как можно быстрее сбежать с места происшествия. На их поразительной скорости расстояние в 100 000 километров было преодолено всего за 1 час. В этот момент Хань Ли уже увеличил дистанцию между собой и каменным залом до нескольких десятков километров. Естественно, это было очень большое расстояние для обычного человека, но для существ масштаба Хань Ли это было расстояние, которое можно было преодолеть за считанные секунды. Несмотря на это, разрыв все еще неуклонно увеличивался, и сердце Хань Ли, наконец, немного успокоилось, когда он начал размышлять, кем именно была эта женщина. Тем временем женщина сидела на каменном стуле в центре зала, не мигая, глядя прямо перед собой холодным взглядом. Это человеческое отродье был не более чем муравьем в низшем царстве, когда я в последний раз сталкивалась с ним. Но с тех пор он продвинулся до стадии интеграции среднего тела менее чем за 2000 лет и достиг такой мощной техники трансформации. Похоже, его нельзя недооценивать. Однако он зря мечтает, что сможет уйти от меня с помощью одних только этих пустяковых способностей. Шиган, немедленно начни мгновенную телепортацию. Я уверена, что у тебя было достаточно времени, чтобы зафиксировать его, скомандовала женщина с холодным выражением лица. В ответ на потолке каменного зала появилось гигантское грубое лицо, и оно ответило. Да, госпожа Юанча. Мы вдвоем немедленно начнем телепортацию, но все еще есть потенциальная погрешность около 500 метров. Я сообщаю это вам только потому, что обязан докладывать обо всех нюансах. 500 метров — это ерунда. Я точно смогу его остановить, небрежно сказала женщина. Да. С почтительным кивком сказала гигантское грубое лицо. После того, как гигантское лицо дало утвердительный ответ, каменный зал внезапно остановился в воздухе. Сразу же после этого два разных странных голоса начали петь заклинания, и бесчисленные пятицветные руны появились на поверхности каменного зала во вспышке духовного света. Эти руны были чрезвычайно глубокими, и они яростно вспыхнули, прежде чем отделиться от каменного зала, рассеявшись по воздуху, сформировав массивное пятицветное образование. Каменный зал располагался прямо в центре формации и тут же исчез после вспышки ослепительного света. В следующее мгновение Хань Ли внезапно почувствовал всплеск пространственных колебаний, появившийся примерно в 500 метрах позади него, и его сердце екнуло, когда он обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть гигантское образование, появившееся из воздуха. Вспыхнул пятицветный свет, и из формации начал появляться массивный объект. Чёрт! Вот дерьмо! Остервенело выругался Хань Ли. Он уже настроился, что сможет сбежать. Но червь сомнения все же говорил, что у этой загадочной обладательницы леденящего кровь взгляда есть немало козырей в рукаве. Хань Ли сам был знатоком формации и методов мгновенной телепортации, поэтому он, естественно, сразу смог идентифицировать это как формацию телепортации. Таким образом, он немедленно остановился в своем полете, когда на его глобелле появился вертикальный черный демонический глаз. Это был никто иной, как глаз разрушения закона Хань Ли, и он насильно использовал его в своей форме Кун Пена.
Это было что-то, что было бы совершенно за пределами его возможностей до того, как он достиг стадии интеграции тела. Как только появился глаз разрушения закона, он выпустил черную нить, тонкую, как прядь волос. Затем черная нить мгновенно превратилась в толстый чернильно-черный столб света, который мгновенно растворился в воздухе. Раздался оглушительный грохот, и черный столб света появился прямо перед телепортационной формацией, прежде чем ударить ее с разрушительной силой. Черный свет и пятицветный свет немедленно переплелись, чтобы затопить всю формацию, и после начала атаки глаз разрушения закона на глобеле Хань Ли мгновенно исчез. Сразу после этого он взмахнул крыльями и продолжил свое бегство, решив больше не атаковать. Хань Ли ясно осознавал, что атака его глаза разрушения закона на самом деле не сможет навредить его преследователю, поэтому он принял такое быстрое решение продолжать улетать. Как оказалось, он был прав. После того, как вспышка черного и пятицветного света отступила, пространство в центре гигантского образования исказилось и расплылось, после чего гигантский каменный зал появился в несколько нестабильном состоянии. Он слегка пошатывался из стороны в сторону, его поверхность подергивалась, казалось, что он был довольно ощутимо потрепан последним взаимодействием. Под влиянием хаотических пространственных сил в близлежащем районе каменный зал не мог немедленно продолжить преследование Хань Ли. Вместо этого вокруг него возник белый световой барьер, который непрерывно раскачивался среди сильных пространственных флуктуаций. Что? У него глаз разрушения закона. Выражение лица женщины помрачнело, когда она осознала это. Всего через несколько вспышек Хан Ли снова превратился в черное пятно на горизонте. «Догони его!» — скомандовала женщина разъяренным голосом. Гигантское каменное лицо снова появилось на потолке зала и сказала в извиняющейся манере: «Боюсь, мы не сможем сразу броситься в погоню, госпожа. Из-за нарушения пространственных сил мы сможем продолжить только после внесения некоторых корректировок. К тому времени, когда ты закончишь, это человеческое отродье окончательно скроется от нас. Давай-ка я сама помогу тебе». Женщина холодно хмыкнула, прежде чем схватиться за гладкие подлокотники своего каменного кресла, а затем впрыснула в него струю чернильно-черной дьявольской ци. «Спасибо за вашу помощь, госпожа Юаньча. Мы сможем продолжить прямо сейчас», — радостно сказала каменное лицо. Таким образом, вскоре после этого каменный зал снова взлетел в воздух. Несмотря на то, что каменный зал не смог остановить Хань Ли, расстояние между ними значительно сократилось, и женщина продолжала преследовать ее с новой решимостью. Таким образом, всякий раз, когда Хань Ли удавалось увеличить расстояние между собой и каменным залом, женщина использовала способность к телепортации, чтобы сократить этот разрыв. Усвоив урок из последствий первой телепортации, она старалась не приближаться к Хань Ли во время своих последующих телепортаций. Таким образом, даже с его глазом разрушения закона, Хань Ли не смог больше помешать ее телепортации. Это, естественно, очень беспокоило Хань Ли. У него также была молниеносная формация, которую он мог использовать для телепортации, но он вообще не мог контролировать место назначения. Если бы он только телепортировался на короткое расстояние, была вероятность, что он мог бы оказаться прямо рядом со своим преследователем. Если бы он хотел телепортироваться на большее расстояние, то ему потребовалось бы больше времени для создания формации, так что это тоже не было приемлемым вариантом. Кроме того, даже если бы он мог телепортироваться за 1000 километров, он все равно не смог бы избежать духовного обнаружения женщины, и она просто снова настигла бы его в конце концов. Казалось, что избавиться от нее было еще труднее, чем от 3 клонов священного предка Сюэгуана. Таким образом, эти двое продолжали летать по воздуху более половины дня. Из-за того, что Хань Ли намеренно выбрал очень малонаселенный путь, он не встретил никаких дьявольских существ, которые могли бы помешать ему на этом пути. Однако женщина явно не собиралась спускать его с крючка, поэтому ему пришлось придумать способ избавиться от нее. Без его ведома женщина в настоящее время общалась с другим дьявольским существом через свое древнее черное зеркало. Глава 1953. Сотрудничество грозных врагов. Изображение в зеркале показало молодого человека в малиновой мантии, и у него было довольно мрачное выражение лица. Юаньча. Когда ты послала клона в царство духов? Если я правильно помню, тебя нет в списке священных предков, назначенных спускаться в это царство. Сюэгуан, я только послала своего клона в это царство, чтобы помочь Лю Цзи. Я не командую никакой армией, и у меня нет никакого намерения заставить свое истинное тело спускаться в это царство, поэтому я не нарушаю своего соглашения со всеми. Таким образом, вы не имеете права меня ни в чем обвинять, бесстрастно ответила женщина. Сюэгуан был в ярости, но он явно опасался этой женщины и холодно фыркнул. Как бы ты ни пыталась это объяснить, ты просто искажаешь факты. Отложи это пока. Если ты помогаешь Лю Цзи, то почему ты появилась в этом районе, за которым я наблюдаю? Разве ты не должна мне объяснить это?
Не говори мне, что обнаружение сокровищ в моем боевом каное дает ложный результат. Я действительно в настоящее время нахожусь в районе, за которым ты наблюдаешь, и я преследую человека-культиватора. Это также приказ Лю Цзи, поэтому то, что я делаю, определенно полезно для армии нашей святой расы, ответила женщина, выражение ее лица немного смягчилось. Ты преследуешь человека-культиватора. С этими двумя гигантскими каменными дьяволами в рукаве. Конечно же, ни один человек на стадии Великого Вознесения не сможет убежать от тебя. Однако, учитывая, что это вопрос, который касается всей армии нашей святой расы, с моей стороны было бы неуместно не оказать тебе свою помощь. Я немедленно отправлю своего клона, чтобы встретиться с тобой, многозначительно сказал Сюэ Гуан. Похоже, ты все еще сомневаешься во мне. Кстати, я слышала, что ты отправил своих 3 клонов в царство духов. Ты не боишься, что что-то случится с твоим истинным телом в нашем святом царстве? Думаешь, тебе уже поздно отправлять клона. К тому времени, как твой клон доберется сюда, я уже позабочусь о культиваторе-человеке, сказала женщина, и на ее лице появилась холодная улыбка. Мне не нужно объясняться перед тобой. Мой клон недалеко от того места, где ты сейчас находишься, он должен быть в состоянии встретиться с тобой примерно через полдня. Так получилось, что я позаимствовал всеохватывающую плиту Дулонга. Я уверен, что она тебе поможет, ответил Сюэ Гуан. Что? Как ты заставил Дулонга одолжить тебе свою всеохватывающую плиту? Он ценит это сокровище так же, как свою жизнь. Услышав это, на лице женщины появилось ошеломленное выражение. Хе-хе, все что угодно может быть одолжено, если цена правильная. Кто этот человек-культиватор, которого ты сейчас преследуешь? Он должен быть чрезвычайно важной фигурой в человеческой расе, чтобы убегать от тебя. Я свяжусь со своими клонами прямо сейчас, чтобы они могли устроить ему засаду спереди, а мы заманим его в ловушку с обеих сторон, предложил Сюэ Гуан. Женщина немного помолчала, прежде чем серьезно ответить. Ты можешь помочь мне выследить его, но в прошлом у меня была стычка с ним в Нижнем мире, так что после того, как мы поймаем его, ты должен оставить его мне. В противном случае я лучше позабочусь о нем одна, даже если это означает, что мне придется потратить немного больше времени. А. Он пересекся с тобой в Низшем царстве. Это довольно интересно. Я слышал, что твой духовный клон был убит в Низшем царстве. Мог ли преступник быть культиватором-человеком, которого ты сейчас преследуешь? Ха-ха, какое совпадение. Сюэ Гуан усмехнулся, когда на его лице появилось насмешливое выражение. Если ты связался со мной только для того, чтобы поиздеваться надо мной, то нам больше не нужно общаться. Выражение лица женщины помрачнело, когда она подняла руку, чтобы прервать общение. Однако Сюэ Гуан внезапно подняла руку, чтобы остановить ее. Подожди. Я согласен с твоим условием. Однако после этого ты тоже должна помочь мне кое-что сделать, а после того, как это будет сделано, ты должна покинуть зону, которую я курирую. С чем нужно помочь? Женщина была несколько удивлена, услышав это. Это довольно просто. Мне также нужно, чтобы ты помогла мне позаботиться о человеке-культиваторе, немедленно ответил Сюэ Гуан. Разве 3 ваших клона уже не спустились в это царство? Почему тебе все еще нужна моя помощь? Спросила женщина, нахмурив брови. Хе-хе, будь уверена, я бы не стал жертвовать этими моими клонами, чтобы атаковать существо Великого Вознесения. Человек, на которого я нацеливаюсь, культиватор интеграции тела, но он обладает многими могущественными сокровищами и способностями. Я действительно отправил 3 моих клонов в это царство, но они не несут моих самых могущественных сокровищ, поэтому я не смог победить этого человека. Я уверен, что с твоей помощью результат будет другим, ответил Сюэ Гуан с улыбкой. Услышав это, выражение лица женщины смягчилось, и она сказала: «Если это человеческий культиватор на стадии интеграции тела, то у меня нет возражений. Скажи мне, как связаться с этими твоими клонами?» Сюэ Гуан, естественно, ответил утвердительно, прежде чем указать пальцем вперед, чтобы выпустить из зеркала нить серебряных рун. Тем временем Хань Ли все еще несся по воздуху впереди, совершенно не обращая внимания на тот факт, что 2 его всемогущих дьявольских врага неосознанно объединили свои силы, чтобы выследить его. В полете он ломал голову над выходом из этой ситуации, но быстро ничего не мог придумать. Не так давно он только что столкнулся с клонами священного предка Сюэ Гуана, и он израсходовал большую часть своих сокровищ временной формации, поэтому ему не хватало ресурсов, чтобы оторваться от своего преследователя. Кроме того, он понятия не имел, какими способностями обладала дьявольская женщина, и поэтому ему было очень трудно сформулировать план против нее. После долгих размышлений он решил, что сначала ему нужно убедиться в силе и способностях женщины, прежде чем он сможет думать о чем-то еще. В конце концов, только зная своего врага, можно было обеспечить победу.
Имея это в виду, бесчисленные перья внезапно вырвались из его тела Кунпена, прежде чем превратиться в талисманы и инструменты формирования. Он расставил около дюжины ловушек разного размера и продолжил свой путь. Вскоре позади него разразилась череда громких взрывов, и его духовная чувственная связь с этими ловушками мгновенно оборвалась. У него сразу упало сердце, когда он увидел это. Судя по скорости, с которой женщина прорвалась через все расставленные им ловушки, он мог убедиться, что она казалась даже сильнее, чем он предполагал. Ее силы определенно были намного выше, чем у среднего дьявольского лорда, и она была сравнима с 3 клонами Сюэ-Гуана. Кроме того, знакомая аура, которую она испускала, напомнила ему о грозном враге, и от одной мысли о ней по его спине побежали мурашки. Могло ли быть так, что эта женщина была клоном этого священного предка Юаньча? В таком случае не было ничего странного в том, что она была так полна решимости выследить его. Действительно, после некоторого тщательного размышления Хань Ли наконец понял, что аура этой женщины была довольно похожа на ауру фрагмента души священного предка Юаньча, с которой он столкнулся, и это было для него довольно трудным опытом. Осознав это, он был еще более полон решимости воздержаться от вступления в бой с женщиной и продолжал бежать так быстро, как только мог. Он уже сформулировал план. Каменный зал мог телепортироваться, но это, несомненно, потребовало бы гораздо больше магической силы, чем обычный полет. Таким образом, был очень хороший шанс, что он сможет пережить ее в соревновании на выносливость. Таким образом, он решил продолжать бежать, хотя полет на такой высокой скорости также был для него довольно утомителен. После этого он больше не пытался расставлять ловушки или формации. Он просто призвал несколько таблеток и духовных камней высшего качества, которые он использовал, чтобы восполнить свою потерянную магическую силу. Каменный зал продолжал преследовать его, и полдня пролетели в мгновение ика. Они пролетели над пустыней в изначальном мире и прибыли в воздух над болотом. Небо было очень ясным, и ничто не мешало обзору Ханьли, кроме нескольких ленивых белых облаков. Ханьли почувствовал, что частота телепортации каменного зала постепенно начала снижаться, и в его сердце зародился намек на восторг. Именно в этот момент вдруг прозвучал чуть слабый голос в его разуме. «Берегитесь, мастер, я чувствую ауру врага впереди». Голос был очень нежным и, казалось, принадлежал ребенку. Хань Ли был очень поражен этим голосом, он сразу же остановился в воздухе, прежде чем поспешно спросить. «Кто там?» «Ты не узнаешь меня, мастер. Я леопардовый зверь Кирин. Я только что проснулся и скоро снова должен буду впасть в спячку, но я ясно чувствую, что впереди есть враги, которые питают к тебе недоброжелательность», настойчиво сказал обладатель детского голоса и после нежного зевка замолчал. Хань Ли был весьма сбит с толку, услышав это. Леопардовый зверь Кирин впал в спячку несколько столетий, но внезапно проснулся в такое время, чтобы предостеречь его. Кроме того, тот факт, что теперь он мог говорить, также стал для него полной неожиданностью. Что за враг, о котором только что упомянул зверь? Почему он ничего не почувствовал? Когда эти мысли быстро промелькнули в голове Ханьли, он быстро окинул взглядом окрестности, высвобождая свое огромное духовное чувство во всех направлениях. Однако ничего подозрительного поблизости он не почувствовал, и на его лице появилось нерешительное выражение. Глава 1954. Перехват. Между тем 3 фигуры в малиновых одеждах стояли бок о бок внутри таинственного сокровища, вместе оценивая гигантский парящий хрустальный экран. На поверхности массивного экрана было изображение гигантской птицы с серебряными дугами молний, вращающимися вокруг ее тела. Массивная птица с 2 парами крыльев оценивала окрестности с подозрительным и растерянным взглядом. Кто бы мог подумать, что это будет человек-культиватор, которого преследует Юаньча? Хе-хе, это значительно облегчает мне жизнь. Багровая фигура, стоявшая посередине, холодно хихикнула с едва сдерживаемой яростью в голосе. Багровая фигура была никем иным, как одним из клонов священного предка Сюэ-Гуана. Не радуйся слишком рано. Не забывай условия, которые мы первоначально предложили Юаньча, напомнил другой идентичный клон спокойным голосом. Видя, что Юаньча преследует ту же цель, что и мы, условия, которые мы выдвинули, естественно, должно быть изменено. Мы можем передать ей этого человека, но мы не обещали также передать ей его сокровища. Священный предок Сюэ-Гуан холодно фыркнул в ответ. Я не уверен, что Юаньча захочет принять такое соглашение. Мы можем разделить с ней часть сокровищ, но мы должны вернуть запечатывающий дьявола замок и пурпурный котел слова, сказал клон, покачав головой. Разделите с нею некоторые сокровища, которые есть у этого человеческого отродья. А это не слишком щедро. Если у него много могущественных сокровищ, вы готовы отказаться от них? Спросил священный предок Сюэ-Гуан, поджав губы. У нас нет выбора.
Не забывайте, что у нее есть поддержка Лю Цзи, сейчас не лучшее время с ней связываться, торжественно ответил клон. Действительно, Лю Цзи довольно большая проблема. На лице священного предка Сюэ Гуана появился намек на настороженность. Ладно, перестаньте забегать вперед. Возможно, мы даже не сможем поймать это человеческое отродье. Он, кажется, почувствовал наше присутствие, так что, скорее всего, устроить ему засаду не получится, сказал последний клон. Что? Он почувствовал наше присутствие? Конечно, нет. Мы уже скрыли все с помощью всеохватывающей плиты, и он никак не сможет нас почувствовать, если только он не культиватор Великого Вознесения. Он может ощутить только, что Юаньча спешит за ним по пятам. Поэтому он не сможет оставаться здесь долго, неубедительно сказал священный предок Сюэ Гуан. Это так? Я не думаю, что это. Подожди, что он делает? Последний клон запнулся на полуслове, прежде чем издать тревожный крик. Выражения лиц двух других клонов также резко изменились, когда они увидели, что делает Хань Ли на изображении. Хань Ли внезапно открыл свой массивный клюв, чтобы выпустить мерцающий золотой шар молнии, который в мгновение Эйка увеличился до 10 футов в диаметре. Затем шар молнии устремился прямо к 3 клонам ослепительной молнией. Раздался удар грома, и хрустальный экран рассыпался в порошок под действием золотой молнии. Он действительно обнаружил всеохватывающую плиту. Если мы не сможем устроить ему засаду, нам просто придется остановить его силой. Холодно сказал священный предок Сюэ Гуан. 2 других клона, естественно, не возражали, и оба начали ставить ручные печати, произнося заклинания. В то же время шар молнии превратился в гигантскую сеть, которая устремилась вперед, и из воздуха появился белый объект. Это был круглый объект размером более 1000 футов, напоминающий массивную нефритовую пластину. В свете белого света, исходящего от нефритовой пластины, также появилось образование размером около 500 метров. Если бы Хань Ли не остановился так, как он это сделал, он бы с головой погрузился в это ограничение, и это, естественно, было для него весьма опасным. Гигантская нефритовая пластина повернулась на месте, а затем выпустила барьер из плотного белого света. Всего после нескольких вспышек световой барьер превратился в стену света, которой не было видно конца, чтобы полностью отрезать Хань Ли. Однако из тела Хань Ли внезапно вспыхнула вспышка яркого света, и он превратился в другую форму гигантской птицы, которая напоминала легендарного истинного духа Небесного Феникса. Это было не что иное, как трансформация Небесного Феникса из 12 трансформаций пробуждения Хань Ли. Как только эта птица появилась, она издала ясный крик, прежде чем взмахнуть крыльями, и впереди вспыхнули пространственные колебания, после чего появился белый пространственный разлом. Гигантское птичье тело Хань Ли рванулось вперед, и он мгновенно исчез в разломе. В следующее мгновение за барьером белого света появилась идентичная трещина, и Хань Ли снова появился в призрачной манере, прежде чем немедленно снова принять свою форму Кун Пена. Он взмахнул 4 крыльями, и с оглушительным раскатом грома он исчез на месте. В нескольких тысячах футов раздался еще один удар грома, и Хань Ли снова появился, прежде чем продолжить улетать в виде лазурно-белой нити света. Этот процесс казался довольно долгим и запутанным, но на самом деле он занял всего мгновение, и прежде чем 3 клона осознали это, Хань Ли снова убежал вдаль. 3 клона, естественно, были совершенно ошеломлены, увидев это. Что это было? Это просто невозможно. Как ему удалось так легко телепортироваться, несмотря на ограничения всеохватывающей плиты? Может ли быть так, что он несет какое-то сокровище, которое может противостоять всеохватывающей плите? Яростно заревел один из клонов. Нет, это было из-за его трансформации. Не забывайте, что всеохватывающая плита не может ограничить духовных птиц с врожденными пространственными способностями, такими как фениксы. То, что только что выпустил этот сопляк, было явно какой-то техникой трансформации Небесного Феникса, спокойно проанализировал священный предок Сюэ Гуан. Сколько трансформаций у этого мальчишки? Даже с помощью Юань-Ча поймать его будет непросто, сказал последний клон с мрачным выражением лица. Прямо в этот момент издалека вспыхнул белый свет, и величественный каменный зал появился перед тем, как устремиться прямо к 3 клонам. «Давайте отложим все это в сторону и бросимся в погоню первыми», сказал без колебаний священный предок Сюэ Гуан. Действительно, мы не можем позволить ему снова уйти. В противном случае у нас может не быть шанса снова поймать его. 2 других клона кивнули в знак согласия. Таким образом, малиновый свет вспыхнул от их тел, и они мгновенно объединились воедино, прежде чем в безумии влить свою силу в гигантскую нефритовую пластину. От нефритовой пластины донесся слабый жужжащий звук, и руны закружились на ее поверхности, прежде чем она вырвалась в виде шара белого света. Примерно в 10 километрах Юань-Ча с мрачным выражением лица оценивала все, что разворачивалось, сидя в своем каменном кресле. Что за бесполезные идиоты?
Я не могу поверить, что эти 3 клона не смогли остановить это ханьское отродье даже после того, как устроили засаду. Похоже, мне придется делать все самой, проворчала Юань Чуа. Тем временем Хань Ли также внутренне сетовал на свое нынешнее положение. Несмотря на то, что враги внутри нефритовой пластины не показали себя, он смог определить, кто они, по слабому малиновому свету, который появился, когда сокровище было активировано. Теперь, когда его преследовали сразу 2 священных предка, Хань Ли и, естественно, полностью отбросил все мысли о том, чтобы развернуться и встретиться лицом к лицу со своими преследователями в битве, и всем сердцем сосредоточился на бегстве. 2 дня спустя Хань Ли оказался в окружении нескольких десятков дьявольских существ среднего уровня. Эти дьявольские существа извергали дьявольскую ци изо рта и размахивали оружием в воздухе, изо всех сил обрушивая шквал атак на Хань Ли. Однако Хань Ли просто выпустил из своего тела слой золотых молний, и все дьявольские существа обратились в пыль под оглушительный удар грома. После этого он тотчас же продолжил свой путь, не смея задерживаться ни на мгновение. Через некоторое время нефритовая плита и каменный зал также быстро прошли через это место. 5 дней спустя перед Хань Ли предстало более сотни дьявольских существ и более 1000 низкосортных дьявольских зверей. В этом случае Хань Ли бросился головой вперед в орду зверей, и полосы лазурного меча Ци вырвались из его тела в безумии. Все низкосортные дьявольские звери и дьявольские существа были мгновенно уничтожены, в то время как Хань Ли продолжал быстро бежать вдаль. В этот момент нефритовая плита и каменный зал находились от него уже на расстоянии около 1000 километров. 10 дней спустя в воздухе над сумрачным серым горным хребтом гигантская золотая обезьяна ростом более 1000 футов ворвалась в армию, состоящую из сотен элитных дьявольских существ и дюжины или около того гигантских дьявольских зверей. Гигантская обезьяна яростно взмахнула своими массивными руками в воздухе, и ни одно из дьявольских существ или гигантских дьявольских зверей не смогло выдержать ни одной атаки. Однако они как будто получили какой-то строгий приказ. Хотя их число быстро сокращалось, они все еще бросались на гигантскую обезьяну, не заботясь о собственной жизни. С другой стороны раздался жужжащий звук, и 2 шара белого света появились почти одновременно, прежде чем рвануть к полю боя. Гигантская золотая обезьяна издала яростный рев, прежде чем выпустить взрыв золотых звуковых волн, которые заставили близлежащее пространство яростно искривляться и деформироваться. В мгновение ока все дьявольские существа, подхваченные золотыми звуковыми волнами, взорвались на месте, после чего гигантская обезьяна снова превратилась в четырехкрылого кунпена, прежде чем улететь. Полмесяца спустя Хань Ли вернулся в свою человеческую форму, и он находился на дне неизвестного озера, оценивая 2 дьявольских лордов перед собой с мрачным выражением лица. У одного из дьявольских лордов была чернильно-черная голова, перепончатые руки и несколько толстых щупалец под мышками, которые беспрерывно шевелились. Что касается другого дьявольского лорда, у него была пара глаз, которые были такими же яркими, как лампы, и слой мерцающей лазурной чешуи по всему телу. Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем сделать хватательное движение обеими руками, призывая лазурную и черную гору, прежде чем отправить их обеих прямо к 2 дьявольским лордам. В воздухе над озером, находящимся на расстоянии около 10 тысяч километров, нефритовая плита и каменный зал один за другим мчались к местонахождению Хань Ли. 2 месяца спустя четырехкрылого Кунпена беспокоила дюжина или около того мерцающих малиновых дьявольских существ над странным дымящимся болотом. Независимо от того, выпускал ли гигантский Кунпен разряды серебряных молний или хлестал когтями, багровые дьявольские существа могли мгновенно регенерировать, прежде чем снова броситься на гигантскую птицу. Высоко в воздухе, на расстоянии около 1000 километров, снова появились нефритовая плита и каменный зал. Глава 1955. Беспорядок. Хань Ли, естественно, почувствовал, что его преследователи снова приближаются, и немедленно выпустил бесчисленное количество золотых цветов из своего гигантского птичьего тела. Каждый цветок был размером с чашу, и в каждом из них был мерцающий золотой жук. Это были никто иные, как зрелые пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели, которых Хань Ли держал в резерве, и он выпустил сразу несколько тысяч из них. Даже с их мгновенными регенеративными способностями багровые дьявольские существа все равно были полностью поглощены пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями всего за несколько вздохов, не оставив после себя никаких следов своего существования. Хань Ли издал протяжный крик, и все жуки полетели обратно к нему. Сразу же после этого он взмахнул 4 крыльями и исчез на месте в виде серебряной дуги молнии. После еще нескольких раскатов грома серебряная дуга молнии вспыхнула несколько раз, прежде чем полностью исчезнуть вдали. Примерно через 10 минут нефритовая плита и каменный зал прибыли на место происшествия, прежде чем остановились в воздухе. Затем над каждым сокровищем появилась гуманоидная фигура. Одна из них была стройной и элегантной женщиной, а другая — молодым человеком в малиновой мантии. Они были никем иным, как клонами Юаньча и Сюэгуана.
Юань-Ча была совершенно бесстрастной, но ярость в ее глазах была ясно видна, в то время как у Сюэ-Гуана было выражение необузданной ярости. Я даже не думал, что мои хрустальные стражи кровавого света не смогут остановить его. Черт! Похоже, этот отродье намерен затянуть погоню. Выплюнул Сюэ-Гуан сквозь стиснутые зубы. Разве твои охранники не должны быть неуязвимы? Как они были убиты этими простыми насекомыми-призраками? Юань-Ча холодно фыркнула в ответ. Только не говори мне, что ты не определил, что это были за духи насекомых. Мои охранники действительно культивировали дьявольское искусство кровавого тела, но они никак не могли противостоять силе этих духов насекомых, отрезал Сюэ-Гуан. Конечно, я смогла идентифицировать этих духов насекомых. Возможно, я бы опасалась их, если бы тут было более 100 тысяч этих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, но такого пустякового числа не будет достаточно, чтобы представлять для тебя угрозу. Да и для меня тоже. Мы можем просто заманить их в ловушку, используя сокровища с атрибутом дерева или камня, равнодушно сказала Юань-Ча. У меня действительно есть пара сокровищ с этими атрибутами, но можешь ли ты быть уверена, что у него только столько этих духовных насекомых? Что, если у него в рукаве их более 100 тысяч? Что тогда? Я не знаю, сколько козырей он еще не раскрыл. Что, если мы загоним его в угол, и он набросится, чтобы нанести нам серьезный урон, прежде чем мы его одолеем? Предположил Сюэ-Гуан. Ты думаешь, что у него более 100 тысяч пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей? У тебя действительно богатое воображение. Хорошо, предположим, что у него действительно есть столько пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей в рукаве. Как ты думаешь, его духовное чутье будет достаточно сильным, чтобы их контролировать? Даже если бы тут присутствовали наши истинные тела, управление более чем сотней тысяч пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей мгновенно истощило бы наше духовное чувство. Будь уверен, управление несколькими тысячами этих жуков одновременно, скорее всего, уже его предел. Если бы он действительно мог управлять таким количеством этих жуков сразу, он бы уже использовал их против нас. Он действительно обладает некоторыми мощными способностями, которых нам нужно опасаться, но не говори мне, что ты планируешь сдаться сейчас. Если так, то мне просто придется продолжать преследование самостоятельно. Тебе просто нужно отправить своих подчиненных, чтобы отрезать все потенциальные пути, по которым он может вернуться в любые крупные населенные пункты, холодно усмехнулась Юань-Ча. Выражение лица священного предка Сюэ-Гуана слегка изменилось, прежде чем он ответил. Я рассматривал только наихудший сценарий. Раз ты так уверена в себе, я, естественно, тоже буду готов продолжить. Хань Ли забрал у него 2 чрезвычайно важных сокровища, поэтому он, естественно, не хотел отказываться от этой погони. Как ты знаешь, я командую нашей армией святой расы в этой области, но я не могу отправить сюда все войска, чтобы выследить это человеческое отродье. В противном случае, если что-то пойдет не так, меня арестуют за преступную безответственность, внезапно сказал Сюэ-Гуан. Итак, что ты пытаешься сказать? Выкладывай, нетерпеливо призвала Юань-Ча. Хе-хе, я хочу сказать, что, поскольку мы не можем захватить этого человека-культиватора за короткое время, мы с тобой должны составить долгосрочные планы. Почему бы тебе не запросить подкрепление у Людзи? Если она сможет задействовать некоторых из своих элитных подчиненных, чтобы помочь нам, это человеческое отродье не сможет уйти. С твоими отношениями с Людзи, я уверен, это не будет слишком сложно, усмехнулся Сюэ-Гуан. Юань-Ча некоторое время обдумывала это предложение, прежде чем кивнуть в знак согласия. Запросить подкрепление у Людзи? Это неплохая идея. Хорошо, я могу это сделать, но в это время ты и твои подчиненные должны поддерживать давление на это ханьское отродье. Не давай ему передышки, и уж точно не дай ему уйти. Будь уверена, коллега Дос Юань-Ча, я обязательно отрежу все потенциальные маршруты, ведущие в город Глубокого Неба и другие крупные населенные пункты. Я позабочусь о том, чтобы ему ни к кому было обратиться, восторженно заверил Сюэ-Гуан. Это было бы лучше всего. До прибытия подкрепления Людзи мы должны продолжать следовать за ним на расстоянии. Как только мы полностью истощим его, мы сможем легко схватить его, холодно сказала Юань-Ча. Конечно. На самом деле, с нашими силами, если бы мы были готовы понести некоторые расходы, мы бы, скорее всего, уже догнали его, сказал Сюэ-Гуан с улыбкой. Хорошо, тогда давай продолжим. Я должна признать, что его скорость действительно весьма замечательна. Если мы задержимся здесь дольше, он ускользнет за пределы нашего сенсорного диапазона, сказала Юань-Ча, глядя вдаль. Конечно. Я уже выставил впереди еще 7 групп своих подчиненных, и они должны быть в состоянии измотать его еще больше, ответил Сюэ-Гуан с холодной улыбкой. Юань-Ча не ответила на это и просто вернулась в свой каменный зал в виде шара белого света. Что касается Сюэ-Гуана, он сделал ручную печать и исчез в нефритовой пластине в виде облака черной ци.
В следующее мгновение оба гигантских сокровища снова отправились в погоню за Хань Ли. Тем временем Хань Ли находился примерно в 10 тысячах километрах от них, летя по воздуху с мрачным выражением лица. После бегства в течение последних 2 месяцев планы двух священных предков, естественно, стали для него очевидными. За это время он столкнулся как минимум с 30-40 группами врагов. Некоторые из этих групп состояли только из дьявольских существ низкого уровня, в то время как другие включали самые элитные силы, которые могла предложить дьявольская армия, и были даже 2 группы, в рядах которых были дьявольские лорды. При нормальных обстоятельствах это, естественно, не беспокоило бы его, но с 2 священными предками, спешащими за ним по пятам, он не осмеливался вступать в затяжные сражения. Таким образом, он был вынужден высвободить мощные способности, чтобы уничтожить своих врагов как можно быстрее, но это, естественно, было очень тяжелым испытанием для его магической силы и духовного чутья. Если бы не тот факт, что у него было много регенерирующих таблеток в рукаве, он бы уже потерял сознание. Несмотря на это, он все еще был в ужасном состоянии. После интенсивных сражений, которые он пережил, его запасы магической силы сократились более чем наполовину, и после того, как он был вынужден выпустить всех этих зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, его духовное чувство также было сильно истощено. И единственным плюсом в этой ситуации было то, что 2 священных предка, казалось, были запуганы проявленными им силами, и они осмелились развернуть свои войска только для того, чтобы попытаться задержать его. Таким образом, ему пока не нужно было беспокоиться о том, что на него нападут 2 священных предка, но он явно не мог продолжать так долго. И если бы они обнаружили, что он практически израсходовал силы, или если бы они окружили его большим количеством дьявольских существ, то он был бы все равно, что мертв. Хань Ли, естественно, не собирался ждать, пока произойдет что-то подобное. Он использовал всевозможные методы, чтобы избавиться от преследователей, но 2 священных предка были не менее искусными, чем он в способностях выслеживания и сокрытия. Он пробовал самые разные тактики, но в лучшем случае ему удавалось стряхнуть с себя 2 священных предков менее чем на полдня, прежде чем они снова настигли его. Таким образом, Хань Ли оказался в очень тяжелом положении. Если бы его преследовал только 1 священный предок, то, возможно, он смог бы ускользнуть, воспользовавшись моментом самоуспокоенности или потери концентрации у своего преследователя. Однако с 2 из них, дополняющими друг друга, он никак не мог зависеть от чего-то подобного. Когда он приблизился к городу глубокого неба, количество врагов, с которыми он столкнулся, явно начало увеличиваться. Он не мог позволить этому продолжаться. Его преследователи явно воспользовались его намерением вернуться в город глубокого неба, скорее всего, создали огромную дьявольскую армию, чтобы остановить его по пути. Если бы он продвигался вперед вслепую, то у него закончилась бы магическая сила, и он был бы убит, прежде чем смог бы добраться до города глубокого неба. Он должен был бежать в другом направлении. Определенно будут дьявольские существа, пытающиеся помешать ему и в других направлениях, но сопротивление, с которым он столкнется, скорее всего, будет значительно меньше. Однако он не мог сделать свои намерения слишком очевидными. Он должен был как-то стряхнуть с себя преследователей и дать себе передышку. Приняв решение, Хань Ли немедленно начал придумывать план. Возможно, ужасный характер ситуации придал Хань Ли большее чувство безотлагательности, но он быстро смог придумать план. Внутри нефритовой пластины 3 клона Сюэ Гуана неподвижно стояли перед новой кристаллической стеной. 2 клонов уже закрыли глаза, видимо, отдыхая, а 3 пристально смотрел на изображение на стене. Внезапно изо рта 3-го клона вырвался слабый крик удивления, и 2 других клона тут же открыли глаза. Изображение на кристаллической стене показывало Хань Ли в его форме Кунпена, и он внезапно вернулся обратно в человеческую форму, а затем остановился, прежде чем поставить ручную печать. Его тело слегка расплылось, и он проявил 8 идентичных себе фигур.